Итак, это наш новый формат под названием «Распил». В этой серии мы раздобудем гнездо шершней, зальем его эпоксидкой, распилим на блины и в мельчайших подробностях покажем вам. Усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра, а мы полезли на чердак. В общем, пришли мы по наводке и сказали, что на этом чердаке есть улей. Вот там. Никто не знает, функционирует он, не функционирует, живет там кто, не живет. Поэтому сейчас экипируемся и идем проверять. Пчелы, я пришел. В общем, где-то он должен быть здесь, сказали. Здоровый пип, он такой вот. Есть вероятность, что это от шершней вообще улей. Он здоровый, вот такой огроменный. В общем, мы не в курсе, доживет там кто-то или нет. Единственное, что пришло в голову, проверить тепловизором. Правда, никто не знает, должна ли отличаться температура, если там пчелы или шершни тусуются. Но мы сейчас посмотрим, проверим. Ну, сейчас запишу захват. Он красный, а не, он желтый стал. 20 градусов показывает. К примеру, ну, крыша такого же градуса. Ну, какой-то активности там не видно вроде как. И тишина. Я особо не разбираюсь, конечно. Ну, блин, первый раз вижу такие. Не, ребят, что-то реально стрёмно. Ну, бля, он огромный. Как мяч хороший, баскетбольный. О, так уже повеселее будет. Я пригласил еще эксперта Андрюху. Он пчеловод со стажем. Так что сейчас все будет. Андрюха! Андрюха! О! Погнали! Залазь! Ты ж эксперт по пчелам, да? Ну, есть маленько. А шершнями дело имел? А те же самые мухи. Ну тогда иди вперед, вы. Так это шершни или осы? Это шершни будут. А они есть там внутри? Скажи что-нибудь на шершняном. Тук-тук. Походу пустой, да? Наверное. Слушай, ну он такой плотненький. Да, Я думал, да. он более рыхлый. Может, все-таки там кто-то есть? Не, ну они были тусовались уже, да? Не, да, они бы нас сюда не пустили, как минимум. Ты эксперт, короче, да? Я пошел коробку искать. А ты его снимай. Как тебе идея? Ну, давай. Смотри, какие крупные эти, да? Угу. А как они это делают? На Алиэкспрессе покупают. Давай, Андрюха. Ой, тихо, тихо, сука. Что-то пока ничего не понятно. Мед есть? Дай понюхать. Пахнет шершнями. Какие-то правильные пчелы попались. После того, как мы раздобыли гнездо, да, правильно это называется именно гнездо шершней, а не улей, как мы называли его в начале. Так вот, следующим этапом делаем опалубку. Первым делом на лазерном станке нарезаем оргстекло. Да, это не самый бюджетный вариант, особенно когда речь идет о толщине стенки 8 мм, но зато весь процесс будет наглядно виден и понятен. Во всех сериях формата распил мы решили использовать именно такую технологию. В основе будет лежать фанера, которую мы проклеиваем скотчем. Затем собираем короб. Следующим этапом разводим двухкомпонентный эпоксидный клей и промазываем все стыки. Кстати, очень удобный, быстрый и надежный состав. Для таких целей подходит просто идеально. Единственный его минус так это цена. Спустя 15 минут клей высох, стал каменным, значит можно двигаться дальше. И в кадре появляется главный герой. А вот, кстати, и второй главный герой – это эпоксидка, поскольку без нее невозможно проделать то, что мы задумали, а именно распилить в целости и сохранности эту штуковину. Она действительно очень хрупкая, но мы это исправим, полностью наполнив гнездо эпоксидкой.
Для первого слоя мы решили использовать проверенный состав под названием Art Eco от Экованны. Это быстрый состав, предназначен для тонких немассивных заливок. Именно то, что нам надо на данном этапе. Поскольку сразу заливать весь объем не получится. Гнездо слишком легкое с большим объемом воздуха внутри, а это значит, что оно точно всплывет в смоле. Именно поэтому мы налили тоненький слой в основание. Заодно еще раз пролили стыки оргстекла изнутри и положили его в эту лужицу, для того, чтобы гнездо прилипло и не всплыло в дальнейшем. На следующий день лужица высохла и можно заливать следующие основные слои. Для этого уже по доброй традиции мы используем состав под названием Art Massive для массивных заливок. Не могу не отметить очень удобную фасовку. Комплект состоит из двух ведер, компонент А плюс компонент Б, и вам всего-то надо вылить одно ведро в другое, как написано в инструкции. Конечно же, в первом ведре предусмотрительно оставлено место для содержимого второго ведра. В общем, однозначно лайк. Но не надо забывать, что после первого перемешивания состав необходимо обязательно перелить в сухую чистую тару и хорошенько перемешать еще раз. Именно поэтому вы видите новое белое ведро, из которого льется как из ведра. На этот раз мы решили делать заливку в пару этапов, поскольку по регламенту этот состав нельзя заливать более 10 сантиметров. Но те, кто смотрел предыдущий ролик с распилом старого телефона, знают, что мы игнорируем регламент производителя. И ничего фатального с этим составом так и не происходит. Но делать так мы не рекомендуем. В итоге мы залили всего 3 слоя. 2 раза по 10 кг и финальный еще плюс 5. Каждый последующий слой заливался в тот момент, когда предыдущий уже схватился, но еще не полимеризовался полностью и напоминает собой мягкую тягучую резину. Это происходит примерно на 3-й день. Именно такой прием позволяет свести к минимуму оптическое преломление. Говоря по-простому, границы между слоями становятся практически незаметны. Мы прекрасно понимали, что в самом гнезде останется много воздушных карманов, и в связи с этим избавиться от пузырей полностью точно не получится. Поэтому такой задачи и не стояло. Но забегая вперед, скажу, что к тому моменту у нас уже была готова крутая вакуумная камера, о которой я рассказывал в нашем телеграм-канале. Итак, пару слов про нашу вакуумную камеру. В общем, сделали мы такую несложную конструкцию из металлопрофиля, обшили ее фанерой по бокам и на лицо прикрепили поликарбонат 8-миллиметровый. Изначально воздух откачивали при помощи вот этого старенького компрессора, но он не выдержал, буквально за месяц умер. Мы вот сделали такой короб для того, чтобы он не сильно громко тарахтел. Но, как я говорю, он умер, поэтому сейчас откачиваем огромным вакуумным насосом. И я вам скажу, что этот поликарбонат прямо вминается туда, ну, вроде как все держит, все герметично. В ближайших роликах по распилу все будет видно наглядно. Так что, если вам интересна жизнь мастерской и уникальные кадры, а также бэкстейджи, обязательно подписывайтесь. Ссылка есть в описании. Так вот, вернемся к вакуумной камере. Да, мы ее сделали уже давно, специально для этого формата. Но конкретно в этот раз мы не рискнули ее использовать, так как гнездо реально очень хрупкое. И если усиленно выгонять из него воздух, была большая вероятность порвать и испортить целостность. Но пока смола сохнет, мы занимаемся следующим проектом. Те, кто следит за каналом, знают, что это уже второй выпуск в формате распил, а первый вышел более 2 месяцев назад. Тут, наверное, у вас возникнет законный вопрос. Почему так долго не было второй серии? Дело в том, что у нас огромная проблема с материалом и расходниками. Чаще всего не получается оплатить самый простой выставленный счет. Это порядком надоело, и я занялся вопросом. В итоге мне есть что вам рассказать и посоветовать. А конкретно модуль банк. Первый банк для предпринимателей. В неспокойное время, когда банки один за другим попадают под санкции, бизнесу важно выбрать правильного, надежного партнера. Модуль банк полностью частный банк, не попал ни под какие санкции и продолжает стабильно работать по SWIFT и поддерживать клиентов в непростое время. Модуль банк поддерживает предпринимателей в сложившейся ситуации и запустил новый, по-настоящему бесплатный тариф стартовый. Это не временная акция. Обслуживание 0 рублей навсегда. Никаких ограничений по оборотам или срокам деятельности. Бесплатная бухгалтерия для ОСН 6%. Переводы ИП и юрлицам в другие банки бесплатно и переводы на карту физлиц до 250 тысяч без комиссии. А для тех, кто работает на маркетплейсах, у банка есть специальный пакет сервисов, в котором доступно кредитование под закупку всего за 6,5% годовых с беспроцентным периодом 55 дней, а вывод прибыли на личную карту бесплатный и неограниченный по объему. К тому времени смола полностью полимеризовалась, и мы приступаем к самому интересному, а именно распилу. Первым делом снимаем опалубку.
Как вы видите, мы уже набили руку, и опалубка снимается без особых усилий, в целости и сохранности, не так как в первой серии. Ее, кстати, можно смело использовать второй, а если повезет, то и третий раз. Спустя 20 минут имеем вот такой кубик весом почти 30 килограмм. Перед тем, как пилить его на ленточке, надо откалибровать несколько сторон, так как, отталкиваясь от них, будут пилиться все блины. Калибруем при помощи ЧПУ. Тут еще очень важно было снять максимум смолы, поскольку этот кубик вышел очень габаритным и очевидно не помещался в нашу ленточную пилу. Спустя час калибровки, наконец, приступаем к распилу. Тут мы решили делать побольше тонких блинов, для того, чтобы максимально показать всю внутрянку. По сравнению с предыдущим распилом телефона, это гнездо пилилось значительно быстрее и проще. Оно и понятно, по сути в состав здесь входит только бумага и эпоксидка, в отличие от металлических частей в телефоне. Итак, откуда шершни взяли бумагу для строительства? Само гнездо закладывает всегда матка, которая и строит первые соты. После этого к строительству подключается все остальное семейство. Это жилище делается из молодой коры, которую они обгладывают с верхушек веток деревьев. После пережевывают ее своими мощными челюстями до состояния кашицы, похожей внешне на размягченную в воде бумагу, и начинают формировать из этого соты, сооружая затем вокруг них толстую защитную стенку. Делается такое жилище послойно, сверху вниз. Само гнездо является многоярусным, с замысловатой системой лабиринтов и сот, в которых располагаются личинки. Именно для кормления этих личинок, которые невероятно плотоядны и прожорливые, шершням приходится охотиться на других насекомых, мух и комаров, кузнечиков и пауков, саранчу и пчел. Взрослые же особи вполне не прочь полакомиться растительной сладкой пищей в виде нектара цветов, мякоти перезревших фруктов и особенно медом. Как вы поняли, нам немного не хватило хода пилы, и заканчивать распил приходилось вручную, при помощи японской пилы. Но спустя день Коля все же закончил приготовление этих блинов. Но перед тем, как покрывать их лаком, необходимо все хорошенько отшлифовать, для того, чтобы убрать следы от ленточки и те места, где мы допиливали их вручную. Пока Коля этим занимается, я попробую разобрать еще одно гнездо, но на сухую, для того, чтобы максимально наглядно показать вам устройство этого домика и полностью раскрыть эту тему. Итак, у нас получилось раздобыть два экземпляра. Один, как вы видели, мы залили в эпоксидку, а второй предлагаю вот вскрыть на сухую. Оно сверху такая рыхлая, как бумага, а внутри вроде как должно быть такими ярусами этажи. В них живут личинки, а это какой-то защитный кокон, через который они и заходят вовнутрь. Вот, оно почти ничего не весит. Ну, это бумага, по сути. Как я уже изучил, они его строят сверху вниз, кстати. Это тогда получается вот так они его строят. А вот, собственно, и эти уже ярусы видны. А снизу собирается весь мусор, который в процессе жизнедеятельности вот опадает и здесь вот собирается. Тут реально очень много песка, грязи, какой-то пыли, вон земля какая-то. Откуда это там берется, непонятно. Ну, как я в принципе читал, так оно наглядно и получается. В общем, вот, по сути, все это гнездо ради чего? Ради вот таких вот этажей. В каждой от этой ячейки живут личинки, они их кормят, потом они улетают и где-то заводят новое гнездо. Каждый этаж между собой фиксируется вот такими ножками, и скажу вам, что это реально очень крепкая конструкция. То есть, она намного плотнее вот этой оболочки, но тоже весит не очень много, но она прям жесткая, ее так вот не сдавишь. Ну, такая какая-то конструкция. Не знаю, откуда у них это заложено в генетике, все эти размеры, технологии, но они книжек не читают, но делают все четенько. К тому времени все хорошенько отшлифовано и можно наносить финальный слой. Этим занялся Андрей. Уверен, что у вас будет много вопросов по поводу этого диковинного краскопульта. Ссылку на него оставлю в описании.
Перед тем, как показывать финальный результат, необходимо этот результат на что-то поставить. Тут мы решили сильно не мудрить и сделать красивые декоративные панели, без всяких картинок и надписей. Думаю, это максимально лаконично выглядит и очень гармонирует с природным происхождением гнезда. Но мне интересно послушать ваше мнение. Встретимся в комментариях. Напомню, что этот формат мы решили создавать вместе с вами. То есть вы реально решаете, что мы распилим в следующей серии. В прошлый раз в нашем телеграм-канале вы проголосовали за распил этого гнезда. И как вы видите, мы так и сделали. Кстати, сейчас в нашей телеге мы разыгрываем блины из первой серии с распилом телефона. Также нам надо определиться, что же пилить в следующей серии. Ссылка для голосования есть в описании ролика. Спасибо за просмотр и добра от топора.